Ну что, привет, физкультурники! Сегодня мы записываем продолжение наших упражнений от пола до верха над головой. В прошлом видео мы рассмотрели с вами со штангой снэч. Сегодня мы его рассмотрим с гантелей. Окей? Так что, кто не смотрел, обязательно посмотрите первую часть и потом возвращайтесь. Или посмотрите в начале этого, а потом посмотрите первую часть. Разницы, какую раньше смотреть, реально не имеет. Ну а прежде чем мы начнем, друзья, как всегда, лайк, подписка. Вам не сложно, мне приятно, а YouTube полезно для продвижения моих видео. Ну что, народ, погнали! Итак, друзья, сегодня мы, как я и сказал, записываем те же движения, только с гантелей. Гантеля. Вот. Итак, что мы будем делать? Первое, мы рассматриваем упражнение Muscle Snatch. Окей? В общем-то, все выполняется то же самое, только мы работаем просто одной рукой. Вся разница между упражнениями. То есть, тут мы встали чуть-чуть пошире, окей, потому что нам нужно опуститься вниз, коснуться пола. Важное замечание, когда мы опускаемся, мы должны коснуться полностью гантелей пола обеими концами. То есть для того, чтобы это сделать, друзья, обязательно обращайте внимание, что вы не делаете вот с такой спиной. То есть отводим таз назад, подседаем колени, опускаемся вниз, спину надо стараться держать как можно ровнее. Окей, итак. Что мы делаем? С пола и просто на ровные ноги вверх. Поменяли, коснулись и опять выталкиваем на ровные ноги. То есть то же самое движение. Таз, ноги, подорвали на носки и упали обратно на пятки. Ноги остаются ровные. Это весь muscle snatch с одной гантелей. Окей? Дальше. Тут даже времени много мы не будем тратить, так как мы уже это в прошлом видео все обговорили. Просто меняем тренажер. А все остальное остается то же самое, друзья, без каких-либо изменений. Power Snatch с подседом. То есть мы должны подсесть под вес. Все то же самое. Спина ровно, таз назад, опустились вниз, снизу подорвали и подсели. И выпрямились. Поменяли. Коснулись пола, подорвали, подсели, выпрямились. Окей? То есть мы то же самое, как и со штангой, мы делаем все то же самое. Мы подорвали, она полетела вверх, мы падаем весом тела под вес нашего тренажера. Почему? В данном случае это гантеля. Почему мы падаем вниз? Для того, чтобы было легче, потому что тянуть вес до верха и упасть посередине, нам просто легче будет вытащить этот вес наверх. Это второе упражнение. И последнее, третье упражнение – это squat snatch. Тут, друзья, уже может быть небольшая проблемка. А проблемка заключается в следующем. Нужно очень хорошую гибкость как в плечах, так и в тазобедренном суставе для того, чтобы сделать это упражнение. Я сам не очень уверен, что у меня получится сделать это хорошо и правильно, но в кривь и в кость все-таки, я думаю, получится. Итак, мы подорвали, опускаемся и встаем. Окей, поменяли руку. Подорвали, опускаемся и встаем. Я специально делаю медленно, потому что, во-первых, левое плечо больное, как я вам говорил в прошлом видео, оно хоть и уже могу с ним тренироваться, но еще не на 100%. А второе, все-таки вот позиция, вот эта вот сквот всегда чуть-чуть перекашивается и уходит чуть в сторону, потому что гибкость должна быть реально очень крутая для того, чтобы это сделать. То есть даже по большому счету, там никаких оправданий, да, гибкость у меня хромает, и все-таки мне не 20 лет, вот. Но даже если вы посмотрите на профессионалах, на CrossFit Games и все, даже у них там не у всех очень чистая техника, когда они делают это с одной гантели, всегда есть какие-то погрешности, там как-то перекашиваются, как-то это, потому что это все-таки нужно, чтобы была очень хорошая гибкость. Итак, еще раз мы подрываем, сразу падаем вниз и садимся. Окей? Таким образом выполняются эти упражнения. Друзья, очень классные, хорошие упражнения. Обязательно включайте их в свой этот вот тренировочный рацион, так сказать. И еще, что я хотел добавить уже лично от меня. Одну секунду. Этого упражнения там не было, но я решил добавить то же самое упражнение, только с гири. С гири нам, бывшим выходцам Советского Союза, намного легче и проще знакомить делать. Да? То есть как с гантелей делать я только научился, когда начал заниматься кроссфитом, вообще об этом узнал. С гири мы же делали это всегда. Окей, единственное, что когда мы делаем это с гири, мы делаем это немного с вису. Окей, и хотя мы сейчас не разбираем это упражнение как с вису, а разбираем все-таки именно с пола, то по большому счету с пола можно делать то же самое, как и с гири, с гантелей мы делали. Окей, просто с мертвой точки
Все то же самое, с мертвой точки просто подрываем и выходим вверх с ней. Но, по большому счету, если вдруг какой-то причине странной вы не знаете это упражнение, то, в общем-то, даже если оно не будет с пола, а будет с веса, я все равно хочу вам его показать. То есть, если у кого-то есть гири, смогут его применить. Итак, мы отсюда то же самое. Чуть-чуть приподнялись, гиря ушла назад, и мы ее вытягиваем вверх. Опускаемся и вверх, окей? Работаем локтем вверх и разворачиваем гирю наверху. Окей, вот таким вот образом мы делаем это же упражнение, друзья, с гирей. Ну что, друзья, вот второе видео, оно было более короткое, да, потому что как бы возвращаться уже на какие-то мелочи не хочется, потому что мы это в первом говорили. А если вдруг вам что-то было непонятно, то обязательно напишите в комментариях, я объясню это еще раз или сниму дополнительное видео к этому. Но, по большому счету, вот такое вот видео, вот таких вот 3 упражнения плюс добавочное от меня с гирей. И пользуйтесь, обязательно делайте их, тренируйте их. Очень классные упражнения, работают на все тело. Особенно если работать с гантелей по одной руке, это вообще обалденная вещь. С ними еще много очень таких прикольных упражнений. И кто не знает, например, такое упражнение, как Devil Press, по большому счету, кстати, оно тоже выполняется с гирями, извиняюсь, с гантелями, с 2. Можно и с одной, вот, но выполняется тоже, кстати, с пола и поднятием наверх, используя бёрпи и снэч. То есть, кто не знает, поищите, а вообще убьет вас на ура и хорошо отрабатывает на все тело. Вот, поэтому обязательно пользуйтесь упражнениями и тренируйтесь, и будьте сильными и здоровыми. Ну что, народ, будем завязывать на этом. Не хочу слишком затягивать, так что, как всегда, обязательно поставьте лайк и подпишитесь. Ну и да пребудет с вами сила, народ. Пока.